Рада приветствовать вас, друзья, на моем канале. Сегодня поделюсь с вами, как я связала тело для олененка. Для такой игрушки, как будет далее на картинке. Для того, чтобы связать тело олененку, необходимы будут вам вот такие ниточки. Alize Puffy. Очень мягкая, пушистая нитка в виде петелек. Наверняка многие с этой пряжей уже знакомы. Ей можно вязать, не используя крючок и спицы, просто пальчиками. Итак, я уже связала вот такое вот тело, тушка, как его называют еще. Итак, ширина у нас нашей тушки получилась 18 сантиметров. Я здесь набирала 18 петель, то есть отсчитывала 18 вот таких петелек. Итак, сейчас я покажу, как начинать из такой пряжи. Сейчас скажу вам номер пряжи, мало ли кому-то понравится такой цвет. 262. Здесь 9 метров 100 грамм. Для того, чтобы начать вязание из этой пряжи, необходимо отсчитать 18 или 19 петель, как вам будет удобно. Последнюю петельку можно разрезать для того, чтобы завязать пряжу, для того, чтобы завязать потом узелок. Отсчитываем 18 петель. Раз. Итак, у меня получилось кольцо из 19 петель. Я буду вязать при помощи крючка. Мне так удобно. Вы можете вязать пальчиками, как вам будет удобно. Для того, чтобы наше полотно было ровным, красивым и не перевернутым, чтобы петли вот так вот не лозили в разные стороны, рекомендуется вязать петелька, чтобы последующая петелька шла ровно. То есть, что это значит? То есть, когда мы выбираем следующую петельку при вязании, вот она, обратите внимание, чтобы она не была вот так вот перевернута. То есть, если у вас нету крючка, вяжем пальчиками, вот так вот продеваем. Смотрим, чтобы петельки были не перевернуты, чтобы они шли ровные. При помощи крючка мне намного быстрее получается вязать. При вязании не торопитесь, чтобы не пропустить лишнюю петельку и чтобы ничего не напутать. С данной пряжей, я думаю, справится даже новичок. Тут ничего сложного нету. Единственная спешка тут ни к чему. Так мы вяжем по кругу. Рекомендуется вязать примерно 13-15 рядов, кому как нравится, более длинное тело или более короткое. Какой у вас будет олененок длиной, вы определяете сами. Когда мы довязали, это наш хвостик, когда мы довязали до нашего перехода на следующий ряд, проверьте ваши петельки, чтобы они были все ровненькие, чтобы вы не потеряли ни одну петельку, чтобы все 18 петель присутствовали. Пересчитайте. Вот, к примеру, видите, тут я пропустила петельку. Волнуюсь на камеру. Вот, видите, допустим, пропустила петельку. Сейчас я ряд перевяжу и к вам вернусь. Итак, я исправила ошибочку. Еще раз сейчас проверим, чтобы все петельки были провязаны, чтобы их было 18 штук. Это наш хвостик. Вот такое вот колечко у нас получилось. Чтобы перейти на следующий ряд, мы берем нашу петельку от следующего ряда, новую от рабочей нити, и начинаем провязывать точно так же, чтобы петельки были ровненькие.
не перекрученные. Вот видите, петелька здесь перевернута. Можно было и так провязать, но потом в общем полотне неровные петли, они будут видны, что в кривь и в кось. Пряжа очень мягкая, очень приятно вязать. Я просто влюбилась в нее. Итак, таким образом вы вяжете нужное количество петель. Как я уже сказала ранее, это примерно. Далее вы вяжете самостоятельно, примерно 13-18 рядов. Кому как нравится, какое тело. Кто-то вяжет шире тела, допустим, вот на столечко берут 20 петель. То есть каждый выбирает сам для себя. Вот я показала вам из новой пряжи. Я начала вот еще такого цвета вязку. И давайте покажу, как закончить. Вот вы уже связали, и вам надо закончить данное тело. Тут все достаточно просто. Берете вот эту петельку и каждый раз вдеваем петелька в петельку. Таким способом мы закрываем наше вязание. Далее нужно будет вот эту петельку разрезать. Закрепить. Все, вот такой ровненький у нас получился ряд с законченными петельками. Проверьте, чтобы ни одна петелька не была утеряна. И наше тело готово. Вот такое мягкое, пушистое, ровненькое. Далее будем вязать с вами другие детали для нашего олененка. Всем пока и до новых встреч!